Привет, друзья, с вами Роман, испытатель электротранспорта, и вы смотрите новый обзор на трехколесный электроскутер Ситикока Skyboard BR80 с независимым задним мостом. Заряжается от обычной домашней розетки. Когда я увидел данную модель впервые, независимость заднего моста показалась мне, мягко сказать, странной опцией, но все кардинально изменилось сразу после тест-драйва. И этот обзор я начну с самого интересного. Мы сразу отправляемся на тест-драйв, только так я смогу показать логичность и удобство данной конструкции. Что касается спидометра, в моем распоряжении находится тестовый образец электротрайка, так что он имеет расхождение с реальными показателями GPS. Для чистоты эксперимента я буду производить все замеры через спутник по GPS. Обратная связь уже дана производителю, и в серийном выпуске существует возможность настройки данного параметра. Если начали с изнанки, то и цену озвучим сразу. На момент испытаний стоимость трехколесного электроскутера Ситикока Skyboard BR80 составляет 136 900 рублей. Ожидать снижения цены не придется, так как его богатая комплектация, возможности, а по итогу и экономичность делают свое дело. Фактически этот электробайк является универсальным относительно своего применения, и тест-драйв начнем же с кача. Широкие колеса, как показала практика, позволяют легко преодолевать участки дороги, где не всегда сможет проехать транспортное средство с более узким шасси. А что касается неровности и бугров, тут как раз и приходит на помощь независимый задний мост. Бюджетные модели Ситикока на трех колесах, с которыми вы могли встречаться, имеют жесткую фиксацию рамы. И при наезде на кочке одно колесо задирается, за счет чего другое колесо могло перестать вращаться, а водителя колбасило из стороны в сторону. Здесь же такая проблема отсутствует вовсе. Колеса имеют сцепление с дорогой даже под большим углом. Перейдем к мощности. Электродвигателя на 2000 Вт вполне достаточно, чтобы заезжать в горки под углом более 35 градусов и штурмовать холмистую местность без особых усилий. Максимальная скорость, заявленная производителем, составляет 40 км в час. В большей скорости лично я просто не вижу смысла. Вряд ли при поездке по лесу или полю вы захотите перевернуться или столкнуться с деревом. Обратите внимание, здесь всего два скоростных режима. Первый и сразу третий. Переключаются нажатием кнопки с правой стороны руля. Первый, как пониженная передача, предназначен для поездок в условиях бездорожья. Третий режим при выезде на дорогу и движении по обочине. Ни много ни мало, а скорость почти как у 50-кубового мопеда, только бензин не нужен, который дорожает с каждым днем. Давайте проверим его максималку с моим весом. Нагрузка будет почти 100 кг. Я вешу сейчас 97. Кстати, максимальная нагрузка составляет 240 кг, так что большие люди точно оценят. Максималка на первом режиме слегка превышает 25 км в час. 26 вижу. 27. До 27 доходит. Очень неплохо. 26,4, ну да, прыгает, 26-27 км в час, до 27 км в час разгоняется.
Так, ну и проверим третью скорость. Немного в горочку на мост. 42. Иду вроде с автобусом. Ровная поверхность, мост 43 км в час. Сейчас пойду с горки. Ну вот да, с моей нагрузкой 100 килограмм, 43 он выдает. Скорости 44, встречный ветер начался. На дороге держится хорошо, можно спокойно управлять одной рукой, никуда не ведет. Это круто. Запас хода трехколесного электроскутера составляет порядка 40 километров на одном полном заряде. Больше или меньше будет зависеть от манеры езды и выбранной местности. Я специально сделаю замер дальности поездки не только в условиях города, но и по бездорожью. Батарея на 1200 ватт-часов, заряжается от домашней бытовой сети 220 вольт. И по стоимости это порядка 3-8 рублей, в зависимости от вашего тарифа на электричество. По-моему, выгода очевидна. Аккумулятор 60 вольт 20 ампер-часов. Быстросъемный, с ключевым доступом. Можно заряжать напрямую в гараже или в домашних условиях. Время зарядки супер быстрое – 4 часа 45 минут за счет мощного зарядного устройства на 5 ампер. В более бюджетных моделях зарядное устройство на 2-3 ампера максимум и заряжают батареи за 9-10 часов. Ну а сейчас давайте разберемся, стоит ли овчинка выделки и почему данная модель не может вдруг стать более бюджетной так же, как невозможно вытащить шляпу из кролика. Первое – комплектация. Мощное и быстрое зарядное устройство. Защитный чехол антидождь от лучших модельеров вселенной. Так, друзья, я сейчас выхожу из подъезда, на улице идет неимоверный ливень, гроза, и если он завтра у меня заведется, я думаю, вы это слышали, это там вообще там просто жесть. Если он заведется и включится, я буду в шоке. Так, вот он стоит у меня под чехлом. Естественно, аккумулятор я вытащил, это нормально. Он у меня дома зарядился полностью уже. Но я не стал его ставить на всякий случай. Ну, мало ли что, да, ночью пойдет дождь. И тут не просто дождь, тут ливень. У меня уже задница вся мокрая. Я вам сейчас покажу, что это такое, что это за дождь. Главное, чтоб меня не смыло. Друзья, ног не видно. Погода в Москве. Реально ног не видно. Вот такая река у меня сейчас на улице. Главное, чтобы тапки не утекли. Машина едет, смотрите как. Вообще жесть на улице полная. Так, друзья, ну вот он у меня закрыт. После ночного ливня сейчас подключаю батарею. Поставил ее. Есть контакт. Включаем скутер. Ну, отлично, все работает. Набор ключей, кстати, действительно надежных. На предыдущих испытаниях я показал, что можно сделать с ключами от бюджетного ситикока. Быстросъемный кофр, литров, наверное, на 30-40. Эх, сколько добычи сюда можно вместить. Кстати, электроскутер настолько бесшумный, что на нем можно охотиться, просто сбивая уток и зайцев на ходу. Кабана вряд ли получится, хотя вес электробайка 110 килограмм, сверху райдер от 70 килограмм и выше. Рыбы полный бардачок, наверное, можно и пободаться, но я не советую.
Вместительный и прочный багажник из обрешетки. Незаменимая штуковина для транспортировки чего-то тяжелого. Крепление для телефона с USB-зарядкой. Действительно прочный держатель. Громкая Bluetooth-колонка долбит на 2 стороны и не боится дождливой погоды. Второе управление и все необходимое для поездок по дорогам общего пользования. Профессиональная гидравлическая система тормозов на все 3 колеса, плюс рекуперативная. Рычаги находятся на внешней стороне руля. Слева задние тормоза, справа передний. Никаких выжиманий сцепления и передергивания ногами. Крутим ручку акселератора и вперед с ветерком. Все необходимые светошумовые приборы. Габариты, ближний и дальний свет, поворотники, автоматический стоп-сигнал, громкий клаксон и боковые зеркала. Существует возможность блокировки независимой подвески при помощи эксцентрика на руле и специального троса. Лично я использую блокировку только во время стоянки, так как во время езды даже по асфальту независимость подвески обеспечивает высокую маневренность электроскутера. Полноценная ЖК-панель с подсветкой и отображением всех необходимых показателей. Показатели включения поворотников, фароосвещение, спидометр, вольтаж, индикатор заряда батареи, одометр, выбранный скоростной режим и низкий уровень заряда батареи. Третье. Комфорт поездки. За комфорт поездки отвечают не только накачиваемые бескамерные колеса, но и система амортизаторов. Спереди пружинно-масляная мотоциклетная вилка, а сзади воздушно-масляный амортизатор с пружиной по типу маятника. Ездить довольно приятно даже в условиях бездорожья. Четвертое. Безопасность. За безопасность самого электроскутера Skyboard BR80 отвечает система сигнализации. Она шумит и блокирует электродвигатель при попытке пошевелить транспортное средство. Колеса наведи на задние. Но это еще не все. Здесь существует замок блокировки руля. Так что если получится укатить, то только по кругу. Как вы уже заметили, здесь отсутствует подножка. Но для того, чтобы скутер не уехал во время парковки на горках, здесь есть ручник с левой стороны руля. Габариты трехколесного электроскутера вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Клиренс электробайка по самой нижней точке электродвигателя составляет 14 сантиметров.
Что ж, а теперь посмотрим, сколько мне удалось проехать за время тест-драйва в условиях бездорожья и при поездке по городу. Просадку вижу меньше 52 вольт уже. 50 вольт. На 49 упадет и все. И он должен отключиться по идее. Ну вот и все, да, ребята. Он у меня отключился. Я передернул батарею. Теперь есть возможность потихой доехать до парковки. То есть батарея отключается, получается, при 47 вольтах, где-то так, 47,8 я видел. И он отключился при подаче тока для разгона на акселератор. То есть, ну, я крутанул ручку акселератора и прям он вырубился. В общем, 35 километров можно смело ему записать. Я думаю, что реально неплохой результат. Если производитель заявляет о 40 километров дальности поездки, ну, при условии, что не гонять, да, то есть получается у нас средняя скорость идеальных условий это 25-30 километров в час. Я думаю, что да, 40 километров он реально может проехать. Естественно, что гонял я, сами понимаете, на первой скорости по бездорожью. То есть там особо не разгонишься. Ну и по дорогам общего пользования я уже прям подтапливал, реально подтапливал. То есть до 40-ки везде, чтобы держаться хорошо в городском потоке. Этого реально вполне достаточно, как я считаю. Никто мне не сигналил, никто не бибикал. Нормально. Для городских условий 40 км в городском потоке вполне хватает. Не встретил ни одного рассерженного водителя, который бы куда-то супер торопился. Ну, такие, кстати, бывают, так что от них мы не застрахованы. Да, вот сейчас опять крутанул акселератор, вот он на ваших глазах выключился. Сразу и телефон перестал заряжаться. Но я уже на месте. Так что так, друзья, 35 километров, нагрузка 100 килограмм. Таблицу технических характеристик и цену на момент съемки видеоролика вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Подведем итоги. Skyboard BR80 – это доведенный до ума электротрайк, готовый к поездкам практически по любым дорогам, имеет действительно достойные технические характеристики, параметры и укомплектован на твердую пятерку. Электроскутер отлично подойдет для любого возраста, начиная с 14 лет, а передвижение по дорогам общего пользования возможно при условии наличия водительского удостоверения любой категории, начиная с категории М, которую в России выдают с 16 лет. Это экономичный электробайк, который летает как орел, но кушает словно птенец, в среднем от 3 до 8 рублей за 40 километров пути. Экологически чистый и бесшумный электротранспорт не нервирует соседей и не оставляет вонючего шлейфа от выхлопа. Этот электробайк не требует постоянного ТО, смены или доливки масла. Зарядил батарею, поставил и поехал. Из расходников здесь по факту только тормозные колодки и диски, которых вполне хватает на 2-3 сезона, если не гонять как оголтелый. Еще один плюс экономии. Трехколесный электроскутер Skyboard не нуждается в постановке на учет, регистрации и установке госномера. Не подлежит страхованию и не требует уплаты налогов. Ну чем не сказка? А теперь подумайте, 136 900 за такую модель это дорого или очень дешево? И за сколько он окупится полностью в сравнении с бензиновыми собратьями? Напишите об этом в комментариях. С вами был Роман, испытатель электротранспорта и трехколесный электроскутер Ситикока Skyboard BR80. Подписывайтесь на канал, ибо я еще не раз проведу испытания других моделей. Поставьте лайк, от вас не убудет, а мне будет приятно, ведь я старался специально для вас. До новых встреч, впереди, как всегда, очень много интересного. Так, друзья, по внутренностям, ну, вижу, что было наверняка проникновение воды. Вот, есть потертости, есть капельки, да, какие-то, есть следы коррозии. Но, в принципе, если посмотреть, как это сказать-то? Как в автомобиле. Вода под капот течет, но машина продолжает ехать, и электроника исправно работает. То есть у меня не было ни разу во время тест-драйва или вообще во время поезда, сколько я его тестирую, испытываю, чтобы он просто взял, встал и отключился. Нет, хотя видите, что, да, сюда явно что-то попадало. Грязь есть еще немножко сырая, но все работает. И это меня очень радует.